Всех приветствую! Сегодня начинается серия видео о перегоне яхты Дельфия из Канар в Аликанте, но начинается все по-испански, то есть максимально по-распиздяйски и через жопу. Мы прилетели сюда в субботу и должны были сразу заселиться на яхту и на следующий день отплыть. Но, как вы видите, хуевые островные ремонтники ее даже не могут спустить на воду и ковыряются с ремонтом уже третью неделю. Лодку купил Норвег и договаривался с предыдущим владельцем, что он за неделю проведет ремонт, который был минимальный и связан с двигателем. В нормальной стране он должен был занять максимум неделю, но ничего удивительного, в своих роликах я уже описывал сервис в Испании, но острова – это что-то на пару порядков хуже, и выходит так, что если не приехать с испаноговорящим человеком, который способен привести в чувство островных ремонтников, которые свой день, я не сомневаюсь, начинают с забивки косяка, то ремонт, похоже, не закончится вообще никогда. Итак, по планам добить их с ремонтом и спуском на воду до вторника, а пока мой небольшой обзор и мнение по отдыху на Канарских островах. Но нет, обзор на острова будет отдельным видео. А сейчас расскажу, что буквально 10 минут общения на испанском в настойчивом тоне, и уже через полчаса показался кран и куча островных работников, которые в спешном порядке стали доделывать лодку. Какая была проблема с мотором, я сделаю отдельное видео. Пока могу сказать, что ее не устранили. Совершенно. Спешно пытались что-то сделать, но нам обернулось немалой проблемой это через пару дней, о чем расскажу также в следующих видео. Также несколько слов о самой яхте и марине. Яхта Дельфия 37 2009 года выпуска, длину около 11 метров. Сейчас февраль 22 года, если что. Стоила она 60 евро и была полностью экипирована, fully equipped. Паруса, инструменты, веревки, посуда, вообще все. Такую лодку на Mainland, как называют Испанию с островов, можно продать уже за 90 тысяч евро. По процедуре покупки яхты будет полезная информация дальше. И пару слов, как купить яхту. Если вы сами не разбираетесь в теме яхтинга и она для вас нова, то либо вам нужно знать человека, который работает в этой сфере и имеет контакты, либо обращайтесь к брокерам. Про брокеров чуть позже, начну с первого варианта и расскажу все на примере того, как была куплена именно эта яхта. Итак, я уже делал интервью с владельцем чартерной компании, в которой я работаю. Видео будет по ссылке в подсказке к этому ролику. Новый владелец яхты познакомился с ним, когда брал яхту у него в чартер. И потом попросил помочь с покупкой лодки, ведь если человек живет в Испании и давно работает в этой сфере, у него уже много разных контактов по всей стране и на островах, что на Карибах, что на Балеарах. Можно его попросить найти вам яхту. Он посмотрит предложения на сайтах, и если он видит что-то достойное, к примеру, на Канарах, ему не обязательно будет туда ехать. Он может попросить взглянуть на яхту своего знакомого, живущего там. Вот как и было с этой лодкой. Человек, живущий на Канарах, связался с собственником этой Дельфии, приехал, провел первичный осмотр, и уже после этого мы поехали смотреть яхту и проводить полный сюрвей. Ну а после сюрвея была договоренность о том, что предыдущий владелец яхты устранит проблему с мотором. Ну а как это происходило, все вы видите. На островах время длится еще медленнее, чем в Испании, поэтому я и записываю этот ролик. Теперь по работе с брокерами. В разных странах они работают по-разному. Много жалоб на них, но вот в Испании более чем реально найти хорошего брокера. Почему? Потому что в Испании суды работают, и если вы наняли брокера, который решил вам по-быстрому подыскать лодки и впарить ее с одной целью быстрее получить свою комиссию, то если он продаст вам лодку с проблемой, вы можете обратиться в суд, и издержки будут типа 2500 евро. И доказать вину брокера, который продает яхту, реально. И вот, к примеру, если вам продали автомобиль с дефектом, то первое, брокер может отбрехаться, что он не механик и чего-то не заметил с двигателем. И второе, поюзанное авто там тысяч за 10 евро не стоит издержек в суде. Но цены на яхты высокие, особенно сейчас. И при средней стоимости яхты там 80 тысяч евро люди охотно обращаются в суд, если им впарят откровенное говно. И доказать, что вам впарили говно в случае с яхтой, гораздо проще, чем с машиной. В общем, имейте в виду, можете обращаться по вопросу покупки яхты на территории Испании. Поиск яхты по хорошей цене, сюрвей, перегон. С этим всем можем помочь.
В общем, лодку спустили на воду, и, как вы видите, мотор уже доделывали так. И делали они это откровенно на отъебись. Хотя была договоренность, что когда мы прилетим, лодка уже будет на воде и с законченным ремонтом. Dime, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Gracias. Кстати, я думал, что для погрузки механика на борт потребуется отдельный кран, которым баржи контейнерами грузят. Y eso de momento. Para, sí, el rojo aquel fino que teníamos arriba también. Vale. Los destornilladores, ¿eh? Ну и стоило ли ожидать нормального ремонта от механика, который даже не знает, что починить рваный носок можно легко и быстро с помощью черного маркера. День был очень насыщенный, мы еще продуктами закупились. Колу я закупил вместо энергетиков для ночных вахт. Рекомендую. And also, I think the Spanish people really like the vinaigrette, because I have no even one bottle at my at mi casa. You don't even have bottles. Even not one. And for español gentes, I see that it's essential. Но на самом деле я потом понял, зачем нужно было столько бутылок уксуса, когда мы поймали тунца килограмм на 7. Выложу это отдельным роликом. Ну вот так все выглядело изнутри, когда лодка стояла на суше. Какое-то время, конечно же, ушло на приведение ее в порядок также. Местным ремонтникам, как вы понимаете, было абсолютно no pasa nada, в каком виде лодка завершает ремонт. Да и вряд ли им было не все равно, завершат ли они ремонт или нет вообще. Солнечные дети. Пару слов о Марине. Называется она Пасито Бланко. Находится на острове Гран-Канария. Если вам нужно сделать ремонт на яхте, не делайте его там. На собственном опыте мы убедились, что они там по максимуму затягивают сроки под всяческими предлогами. Работу они выполняют даже ниже минимума. Марина totally corrupt. И по ремонту, и по стоянке. Мест там очень мало, и лодку оставить сложно. Про цены я ничего говорить не буду, это не имеет смысла. Скажу, что старайтесь это место избегать, будучи на Канарах на яхте. Каких-то супер крутых яхт я в этой Марине не видел, поэтому проход вдоль понтонов добавлять не буду. Также напомню, что это остров Гран-Канария. Если вы на Канарских островах не были, обратите внимание на пейзаж. Это скорее напоминает какой-то Марс с полным отсутствием растительности. Острова вулканические, красота на любителя. Мы на Гран-Канарии провели 2 дня, взяли машину в аренду, я успел там вдоволь все поснимать, обзор сделаю отдельным видео. В конце дня мы совершили пробный выход, завтра приедет новый владелец яхты и мы начнем наш переход. По планам будет одна остановка на Ланзароте. Благодарю за внимание, дальше будет еще несколько видео про этот переход. Наши проблемы с ураганом, рыбалку и мое мнение по всему этому. Hasta luego. Now we're doing 45. Alright. Yeah. But you can still go higher according to the Genoa. Yeah. Are you testing the strategy for Spain? Yeah, carry on. This is the life, Sergey. One more time. This is the life, right? Okay, there we are. It's a good life. The life for sailors. The life for good people. The life for everyone who loves themselves. Oh, thanks. This was the good motivation speech. Masterpiece of Good motivation speech. Yep.